Всем большой привет, друзья! Сегодня хочу приготовить баклажанчики, замариновать их по-быстренькому. Не знаю, прочитала рецепт, понравился рецепт, думаю, получится вкусно. Этим рецептом со мной поделилась моя зрительница, и она говорит, что она готовит их уже не первый раз, и ей они очень нравятся. А я посмотрела, у меня завалялся один баклажанчик в холодильнике, как-то он ни туда, ни сюда не пошел. Поэтому я думаю, рецепт есть, баклажан есть. Возьму немножко, сделаю, попробую. И сразу хочу поделиться с вами. Я недавно готовила баклажаны, делала салат. Друзья, какой же он вкусный. Он всем моим понравился. Я по каким только рецептам не готовила баклажаны, но этот салат никогда не видела, этот рецепт никогда не готовила и не пробовала. Но он мне очень понравился. Его рецепт у меня есть на кулинарном канале «Моя кухня». Там я резала кубиками баклажанчики, заливала их там яйцами, потом жарила. И вы знаете, они же очень много масла берут. А в том рецепте, когда заливаешь их яйцами, жаришь их, и они не втягивают в себя так много растительного масла. Вообще классный такой рецепт. Если интересно, зайдите на мою кухню, посмотрите. Так, а я начну сейчас приготовление этого рецепта. Замаринуем, как раз к ужину приедут дети, и они будут готовы. Нужны баклажаны, сладкий перец, чеснок, лук, и там еще нужно будет сделать маринад. В рецепте у нее указано резать баклажаны как хотите. Я их, знаете, хочу нарезать такими кусочками, тоненькими такими . И поставила уже на плиту воду, чтобы она закипела, потому что мы их сейчас проварим. Там 2 минутки их надо проварить в кипящей воде. Надо постараться тоненько нарезать. Сейчас гудит у меня плита. Как я не люблю, девочки, эту нашу плиту. Как она мне не нравится, это просто ужас. Постоянно от нее идет такой гул, невозможно разговаривать. Но если вы его слышите. И когда она на 2 плохо кипит, на 3 она, знаете как, закипает, перестает, закипает, перестанет, закипет, перестанет, а на 4 бурлит просто. Я не знаю, что это за плита такая, зачем ее сделали. Но они, наверное, и сами не знали, сделали, а потом попробовали и тоже, наверное, плевались, потому что готовить на ней очень тяжело. Может быть, я, конечно, привыкну, пока еще не привыкли, но Лене она тоже не нравится. Лена в основном же готовит все блюда, я это так, по кулинарному, по своему каналу, и там какую-то выпечку, еще что-то. А Лена готовит основные все блюда, там 1-е, 2-е. И она тоже плюется от этой плиты. Раньше она говорила, а что, она мне нравится, хорошая, все. А сейчас говорит, да не, это ужас, говорит. Так, так, смотрите, тонко-тонко я порезала. Сейчас в воду я добавляю соль и отправляю баклажаны туда кусочками. И 2 минутки они должны в воде повариться. Там у меня камера криво стоит, поэтому и кадр немножко будет кривой. Но ничего страшного, не стала уже переснимать. Смотрите, пока у меня там водичка закипает, я нарезаю таким некрупным кусочком перчик. Сладкий перец обожаю. В нем очень много витамина С. Девочки, ешьте сладкий перец. И красный, и зеленый, и желтый, и голубой. Любой сладкий перец полезен. Водичка закипела, я ее посолила. И отправляю сюда баклажанчики на 2 минутки. Вообще я люблю больше кабачки. А Лена у меня больше любит баклажаны. Все, 2 минуты и буду отправлять их на дуршлаг. Лучок нарезаю полукольцами.
Я знаю, у меня есть зрители, которым не нравятся вот эти такие ласкательные слова. Картошечка, лучок, селедочка, ну и все тому подобное. Они прям нервничают и говорят, не надо так называть. А мне нравится картошечка, лучок. У меня был еще кусочек из синего лука, как раз я его сейчас добавила сюда, и красиво как раз будет смотреться. Видите? Ну, это делать, естественно, не обязательно. Добавляйте лук, который у вас есть. Прошло 2 минутки. Я вот думаю, не маловато 2, может быть, еще 1 минутку поварить. Как вы думаете, девочки, хозяюшки, как вы думаете? Не знаю, но оставлю еще на 30 секунд. Что-то мне кажется, прям так 2 маловато. Хотя мне кажется, они уже мягенькие. Ой, не знаю, что делать. Ладно, 30 секунд уже роли не сыграют, мне кажется. Так, все, отправила вот их на дуршлаг. Пусть теперь водичка с них стечет, и как раз они остынут. Ой, печка выключилась, аж прям хорошо, гул прекратился. Так, пока они остывают, натираю чеснок на мелкой терке. Если есть у вас пресс, пропустите чеснок через пресс. У меня пресса нет и никак не куплю. Хотя я обхожусь теркой и все нормально. Мне же нужно сделать маринад, а для этого мне надо растительное масло, потом уксус. Ой, хорошо, уксус есть, а то я думала нету. Так, значит, наливаем уксус. Я рецепт, девочки, напишу в описании под видео. Если понравится, приготовьте. Сюда же сразу столовую ложку растительного масла. Значит, в рецепте указана 1 столовая ложка соли. Но я баклажаны солила, поэтому я буду соль добавлять поменьше. Я вот добавлю чайную ложку и еще чуть-чуть. Не знаю, думаю, этого будет достаточно, но я сейчас маринад сделаю, потом его попробую. И сахара чайную ложечку. Так, хорошо надо смешать, и пусть пока соль и сахар растворятся. Зелень, конечно же, обязательно. Я буду добавлять петрушку, зеленый лук у меня есть. Можно, конечно, и без лука обойтись, но вот петрушку и укроп желательно, конечно, добавить. Все нарезала. Смотрите, какой у меня зеленый лук. Такой мелкий-мелкий, он уже начал портиться. Сейчас я его как раз сюда и дорежу. Так, друзья, я вот так сразу в тарелочку буду выкладывать баклажанчики, поливать их этим соусом. Как мне прислали видео, так я практически и делаю. Посыпаем лучком, перчиком, чесночком и зеленью. Сверху опять выкладываем баклажанчики. Поливаем опять маринадом. Забыла, как называется. Выливаю его весь. Если, конечно, вы сделаете это, все нарежете кусочками, то, понятное дело, это все можно смешать и все. Будет вкусно и хорошо. Все, девочки, видите, сделала двойную работу. Ну, я не знаю, почему я как-то до этого не додумалась. Вот, сложила их в контейнер, сейчас закрываю и отправляю в холодильник. И за эти 20-30 минут, что они будут мариноваться, 2 раза вот так вот встряхните их хорошо. Что-то даже и не подумала, как это я в тарелке их буду там встряхивать. Ну вот, все переложила, теперь отправляю в холодильник. Бывает такое, вот как-то тебя перемкнет, на чем-то зациклишься, и все, и уже все пошло не так, как надо. Но я и не досмотрела там видео, я не досмотрела то, что там надо будет их оставить и встряхивать еще. Хотя и так понятно, да, залила маринадом, что ж они у меня будут стоять в тарелке как-то не туда и не сюда, их же надо как-то смешивать. Но если мне понравится этот рецепт, вот, то в следующий раз я буду резать уже кусочками. Я думаю, так будет лучше.
Так, друзья, прошло у меня 25 минут. Сейчас будем пробовать баклажанчики. За это время, которое они у меня стояли, 2 раза я их вот так вот хорошенько потрусила. Очень такие ароматные, прям аромат по всей кухне. Объедение. Вы знаете, я такие баклажанчики люблю с картофельным пюре. Сейчас я, наверное, сделаю толченочку и вот с этими баклажанами. Будет вкуснятина. Я уже посуду перемыла, которую напачкала. Видите, там гора целая стоит. Так, хочется побыстрее попробовать. Ой. Очень вкусные получились. Хороший рецепт. Объедение. И лучок замариновался хорошо, и перчик. Вкуснота, девочки. Смешно, конечно, да, очень простой рецепт, а я никогда по нем не готовила. Так что, если, возможно, тоже кто-то не готовил, приготовьте. Думаю, понравится 100%. Буду чистить картошку, варить картофельное пюре. И с баклажанчиками самое то. Вот такая вот получилась вкусная и простая закуска за 20 минут. У меня на этом все. Всем пока. Делитесь своими рецептами. Буду очень признательна.